Привет, друзья! С вами Макс, Юля и здесь Сабрина. И это влог для изучения русского языка, влог для тех, кто изучает русский язык. Так, нужно быстро отойти на тротуар, там едет машина. Опа! Фух, мы находимся в Галисии, в Испании. И это вторая часть нашего влога. В первой части я уже рассказывал, почему мы хотим купить дешевый дом с участком земли в Испании. И в первом влоге, посмотрите его, там я уже показывал вам первый вариант, первый дом, который... Сабрина хочет, чтобы я вел коляску. Ладно, давай, Юля. Давай. Ты веди меня, направляй. Да, ты знаешь, куда идти? Нет. Нет? Нет. Подожди. Да, нам все вниз. Все вниз, все вниз. Вот, мы сейчас находимся в городе Оуренсе, так он называется. Красивый городок, красивый городок. К сожалению, мы здесь вообще не погуляли, мы здесь уже третий день, но мы здесь не погуляли. Вот это, я так понимаю, здание то ли театра, то ли какого-то культурного центра выставочного. Ну, в общем, такой город очень прикольный. Центр прикольный, весь из камня. Не знаю, выглядит очень интересно, очень интересно. Так вот, я вам в прошлом влоге рассказывал, почему мы хотим купить дом, показывал первый вариант, лучший вариант, ради которого мы приехали сюда за 400 километров от Овьедо, где мы сейчас живем. И мы вчера смотрели еще 3 варианта. Давайте я вам сейчас их и покажу. Вот эта земля, и там руины, и вот здесь дом. Он в более-менее состоянии, но нам, честно говоря, не очень понравился. Все-таки этот дом такой в деревне, там тоже все нужно ремонтировать, но он прям в деревне, и нам это не очень нравится. Хочется, чтобы он был более такой независимый, стоял в сторонке. Мы поехали вместе с агентом смотреть несколько вариантов. Первый вариант вы только что видели. К сожалению, мы не всегда могли полностью хорошо снимать каждый вариант. Первый вариант нам не понравился, потому что дом находился прямо в деревне. И вот стоят дома близко друг к другу, и тут же у тебя небольшой участок. То есть, мы хотели больше уединения, больше личного пространства. Поэтому этот вариант нам не подошел. И еще дом был достаточно большой и достаточно крепкий. Все дома в целом были крепкие, потому что они сделаны из камня. Им больше 100 лет, и с этими домами ничего не случится. Но нужен был прям капитальный ремонт. Крыша, потолки, стены, все. И, конечно, первый вариант нам совершенно не понравился. Кажется, вот это второй дом, и к нему прилагается, кажется, потому что мы еще не уверены, и вот это вот земля. Здесь вроде бы как много земли, сколько мы пока не знаем, но, слушайте, прилично, вообще прилично. Но дом вроде должен быть в не очень хорошем состоянии, вроде это дом, но не знаю, сейчас пойдем смотреть. Да, к сожалению, дом посмотреть мы здесь не можем, нет ключей, но это чисто спонтанный просмотр. Вот, но участок здесь прикольный. Участок прикольный, довольно большой, открытый, относительно ровный, но на самом деле вот тут же идет соседский участок. Ну и, честно говоря, как-то прям, не знаю, как-то вот никакого личного пространства как будто совсем, то есть прям вот как будто ты на одной земле с кем-то другим. Не знаю. Как по мне, это немножко странно.
Второй вариант как будто бы был даже ничего. Но было две проблемы. Первая – это дом. Мы смогли все-таки заглянуть в дом, и там просто капитальный ремонт, просто полная жесть. Там полы деревянные, они все черные, прям реально черные. Доски черные и в плесени прям все. То есть там полная просто, это даже не ремонт, это, не знаю, это полная реконструкция дома. И участок, он ничего, он прикольный, он большой, он ровный, но граница с соседом. То есть вот твой участок, и тут сразу сосед твой. Ну, блин, как-то прям нам такое не подошло. Так, это уже последний дом. Вот там мы сейчас видели одно помещение. Вот это земля. Тут кусок земли достаточно большой, но он также вот тут один, там чей-то еще, там чей-то еще. То есть как-то вот личного пространства как будто немного. Вот там крыша дырявая, проблема с крышей. Сейчас посмотрим основную часть дома. Estructura bien, pero Sí. Puntualmente teja rota. Habitaciones interiores. Aquí lo ideal es nueva distribución. Estructura buena. Tejado reparación. Сабрин, нет. Нет, Сабриночка, это не трогай, пожалуйста, это не трогай. Можно разбить. Иди за дядей, за дядей. Y aquí tiene un cuarto de baño para reforma. Ага. Да. Лестница, да, Сабрина? Лестница. Давай, пойдем туда. Старая кухня здесь должна быть. Cocina antigua. Anterior. Ага. Кухня. Ой, еще. Вот сюда. Сабриночка, иди сюда. И здесь, сюда посвети. Здесь. Ага, и здесь, получается, эта часть с домом соединена, что ли? Да. Стой, Сабриночка. Нет, туда не ходи. Туда не ходи. Маман. К третьему дому мы приехали уже поздно вечером. Было темно, мы включили фонарик и смогли посмотреть и дом, и участок. И на самом деле везде одна и та же проблема. Дом в плохом состоянии, нужно полностью делать ремонт, но это не самое страшное. То, что нам не понравилось, опять же, дом находится в деревне, рядом с другими домами, и участок земли точно так же граничит с чужими участками. Это на самом деле для нас. Это проблема 95% всех вообще домов с участками, что мы видели. И вот, пожалуй, было несколько исключений, которые я видел. И самый лучший вариант – это вот тот, что мы посмотрели самым первым еще в прошлом видео. Там был лучший вариант, который мы смогли найти. Что в итоге? Что в итоге, друзья? Что в итоге? В итоге мы посмотрели все варианты. 2 недели я следил за новыми вариантами, которые появляются на сайте. И был только один вариант из этих всех, который я бы мог съездить посмотреть, который я бы хотел съездить посмотреть. Все остальное нам абсолютно категорически не подходило уже по фото. И мы решили остановиться на том самом первом варианте, который стоит 38, он стоил 40, мы сторговались до 38 тысяч евро, что, как будто бы не очень мало. С другой стороны, это немного. Не знаю. Напишите, что вы думаете. Это нормальная цена для такого участка и дома или нет. Но мы ничего лучше не смогли найти.
И в целом мы решили, что мы хотим вписаться в это дело, да, вписаться, сленг. Мы хотим этот дом купить. Мы сейчас пытаемся решить проблему, где достать еще некоторое количество денег. Есть варианты, к счастью. И более того, Юля буквально на днях ездила снова в Галисию, и она вносила задаток. Задаток вносила за этот дом. Она заплатила 3000 евро, получила бумажку, что дом зарезервирован, и нужно заплатить еще 35 тысяч евро. Боже мой. Как страшно. И все эти дни у нас было два состояния. Это либо паника, либо бесконечная радость. И вот так вот мы прыгали из паники в радость. Ну, вернее, лучше так. Из паники в радость, из паники в радость, да? То есть из паники, испаника, как что-то испанское, да? Испанская паника. Окей, шучу. Вот, мы прыгали из паники в радость. Вот так прошла наша последняя неделя. Но все-таки мы сделали первый главный шаг. Ну и теперь у нас есть где-то 1,5 месяца, чтобы внести 35 тысяч евро, господи. Ух, да, не знаю. Можем ли мы еще отказаться от этого варианта? Я так понимаю, что можем, но мы потеряем 3000 евро. Мы, конечно, не хотим этого делать. Ну и вообще, я на самом деле долго сидел в интернете. Я смотрел, какие магазины находятся рядом, какая инфраструктура, какие дороги, какие города, где ближайший строительный магазин, где ближайший продуктовый магазин, где большой магазин продуктовый, где маленький, где продаются строительные материалы и так далее. То есть все это я смотрю, где есть лес, чтобы погулять, где есть река, где можно покупаться, где находится вокзал. То есть я прям изучил этот весь район, где находится дом, очень досконально по карте. Ну, мы там ездили на машине, и я все тщательно изучил. И в целом нам этот вариант нравится, нам он нравится, что-то откликается. Когда мы были там, мы сразу почувствовали, блин, прикольно, да, есть ряд минусов, но в целом нам, кажется, этот вариант подходит. Поэтому мы сейчас собираем деньги. Через 1,5 месяца, где через месяц-полтора будет сделка, купли-продажи. Да? Я надеюсь, что все пройдет гладко. Мы проверили документы этого дома, насколько мы могли. Мы попросили агента, чтобы он нам прислал документы, мы все смотрели, переводили, проверяли. Вроде бы все окей. Есть несколько проблем, но они не какие-то большие, ничего серьезного нету. Все это можно решить. В общем, посмотрим, друзья, как все дальше сложится с этим домом. На этом у меня все. Если хотите получать транскрипции и дополнительные материалы для каждого подкаста и видео, то добро пожаловать в мембершип-программу. Ссылка тоже в описании. Учите русский с Максом. И до встречи в следующем видео. В следующем году? Нет, наверное, еще не в следующем году. В следующем видео. Да, как-то так. Эх, кофе остыл. Еще тепленький.